Всем привет! Меня зовут Шура и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы с вами свяжем вот такой вот шопер с круглым дном из трикотажной пряжи Бисквит. Нам понадобится 2 моточка. Я выбрала цвет какао с молоком. Такой вот нежный оттенок в горошек. Мне он очень понравился. Смотрится он в сумке шикарно. Посмотрите, классный такой оттенок. Ручки нам понадобятся. У меня, видите, вот такие вот пришивные ручки. Вы можете использовать любые другие. И украшения на ваше усмотрение. То есть, если хотите, делаете украшения, не хотите, не делаете. Далее нам понадобится крючок номер 6, либо номер 7. Все зависит от вашей плотности вязания. То есть, чем туже вы вяжете, тем больше размер крючка вам нужен. Еще нам понадобятся иглы для пришивания. В принципе, если у вас тоже пришивные ручки, если у вас ручки на кнопках, то они вам не нужны. Ножницы и хорошее настроение. Ссылку на производителя я вам оставлю в описании. Промокод на скидку будет там же ниже в описании. И хорошая, даже я бы сказала, шикарная новость. Если раньше по промокоду у вас была скидка всего 5%, то, внимание, производитель удвоил вашу скидку, и теперь у вас будет скидка по моему промокоду целых 10%. Так что переходим по ссылке, покупаем себе пряжу, ручки и идем вязать. Итак, для начала освободим моток от пленки. И размотаем его. Оставляем небольшой отрезок нити, примерно сантиметров 40-50 для закрытия рядов. И делаем кольцо амигуруми. Вот таким вот образом складываем нить. Вставляем крючок в колечко, захватываем нить и формируем первый столбик. Смотрите, чтобы все наши петельки получились ровной лицевой стороной, нить должна лежать у нас на пальчике изнанкой кверху. Теперь в колечко провязываем 6 столбиков без накида. Вот этот столбик мы тоже считаем. 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь смотрите, вот так вот по вершинам, если мы посчитаем, 1, 2, 3, 4, 5 вершин. И шестую мы с вами сформируем нашим хвостиком. Теперь вот этот вот хвостик мы начинаем затягивать, формируя кольцо. Затягиваем посильнее. Прям не бойтесь, подтяните, чтобы у нас вот здесь посередине не осталось дырочки. Теперь вот эту петельку мы с вами распускаем, вставляем снова крючок и берем наш хвостик. Хвостиком закрываем уже ряд. Вытягиваем его полностью с этой стороны, находим самую первую вершину, вставляем крючок с обратной стороны под вершину, захватываем наш хвостик и вытягиваем на эту сторону. Вот что у нас с вами получается. Далее разворачиваем вязание, и вот здесь, видите, вот такая вот перемычка от петли. Вставляем под нее и вот тут в середину вершины нашего столбика. Захватываем хвостик и вытягиваем. И вот у нас сформировалась последняя 6-я петелька, 6-я вершина. Теперь хвостик убираем. Берем рабочую нить и вязать мы будем вот за эти вот вершины. Вставляем крючок под вершину, ту вершину, которую мы с вами сформировали. Захватываем нить и вытягиваем первый столбик. Второй ряд у нас будет состоять полностью из прибавок. То есть в каждую вершину мы вяжем с вами по 2 столбика. 2. Следующую вершину вяжем снова 2 столбика. 1, 2. Далее следующую вершину снова вяжем 2 столбика.
Раз, два. Вот что у нас с вами получается. Таким образом мы провязываем до конца ряда. Итак, вот смотрите, я довязала до конца. Второй столбик под последней петелькой мы не провязываем. Закрывать мы его будем нашим хвостиком. Берем хвостик и вытягиваем его полностью. Точно так же, как и в самом начале, заводим крючок под самую первую вершину, захватываем наш хвостик и вытягиваем на обратную сторону. Далее, вот она, перемычка последнего нашего столбика, вставляем крючок под нее и в середину вершины последнего столбика. Захватываем хвостик и вытягиваем. И вот у нас сформировалась вершина. Вот что у нас получается. То есть вяжем мы по принципу стандартного круга. Находим нашу вершину последнюю, вставляем под нее крючок и вытягиваем столбик. Самый первый столбик нашего следующего ряда. Теперь смотрите немножко про принцип стандартного круга. Это в каждом ряду между прибавками у нас добавляется по одному столбику. И смотрите, чтобы у нас получился ровный идеальный круг, наши прибавки не должны идти над прибавками предыдущего ряда. То есть в самом начале нам этого не избежать, так как у нас еще нету столбиков между прибавками. А уже далее это будет более заметно, более легко, более понятно. То есть каждую новую прибавку в новом ряду мы делаем после прибавки предыдущего ряда. Сейчас я вам это покажу. Третий ряд у нас будет состоять один столбик и прибавка. Один столбик провязали, в следующую вершину мы вяжем прибавку. Раз, и сюда же два. Вот таким вот образом будет выглядеть наш третий ряд. Далее у нас снова один столбик. Далее прибавка. Раз, и сюда же два. Таким образом вяжем до конца ряда. Итак, подошли к концу ряда. Последний столбик мы не провязываем. Закрываем ряд нашим хвостиком. Вот что у нас с вами получилось. Такое бесшовное соединение. Далее берем рабочую нить, вставляем крючок под вершину и вытягиваем первый столбик. Четвертый ряд у нас будет состоять из двух столбиков и прибавки. То есть, как я говорила ранее, между прибавками у нас добавляется по одному столбику. И теперь смотрите такой момент, про который я говорила также ранее. Прибавка. Каждая прибавка следующего ряда идет после прибавки предыдущего. То есть вот сюда мы будем делать прибавку. Соответственно, мы провязываем этот одинарный столбик, а в следующую мы делаем прибавку. Раз, два. Далее у нас идет два столбика. Раз, два и прибавка. Раз, и в эту же петельку два. И вот смотрите, если мы посмотрим, наша прибавка новая как раз получилась после прибавки в предыдущем ряду. И далее, когда мы свяжем уже немножко побольше, у нас наши прибавки будут идти вот таким вот зигзагом. То есть они вот так друг на друга будут находить. Теперь смотрите. Начали ряд мы с вами с одного столбика и закончим ряд мы с вами одним столбиком. Получается у нас между первой прибавкой и последней должно получиться два столбика. Вот я закончила вязать четвертый ряд. Вот что у меня получается. И теперь пятый ряд у нас будет состоять из трех столбиков и прибавки. И прибавки наши будут идти вот в эту вот вершину после прибавок в предыдущем ряду. Теперь смотрите. По размеру дна. У каждого оно будет свое. Все зависит от выбранного размера вашей сумки. То есть, чем больше вы хотите сумку, тем больше должно быть ваше дно. Я буду вязать дно, которое нужно мне для моего размера сумки.
вывяжите на тот диаметр, который нужен вам. Если вы хотите такую же сумочку, то без проблем вяжем такое же дно. Если вы хотите сумку побольше, то провязываем побольше рядов. И теперь смотрите, так как по принципу стандартного круга у нас с вами добавляется в каждом ряду по одному столбику между прибавками. Получается, в 5-м ряду у нас будет уже 3 столбика между прибавками. В 6-м ряду 4 столбика. 7-й ряд 5 столбиков и так далее. То есть в каждом ряду увеличивается 1 столбик между прибавками. Теперь, думаю, дальше вы уже справитесь сами. Вяжем дно нужного нам диаметра, и я покажу, что делать дальше. Итак, я провязала нужное количество мне рядов. У меня получилось 10 штук. Это получается между прибавками. В последнем ряду у меня 8 столбиков. По диаметру мое дно получается 26 сантиметров. И смотрите, вязать дальше стенки мы будем с вами по спирали. Либо, если вы хотите, можете точно так же закрывать ряды хвостиком. И тогда, получается, в самом начале вам придется оставить хвостик немножко побольше. Как мы будем вязать по спирали? То есть вот здесь ряд мы не закрываем, а сразу переходим к вязанию следующего ряда. Столбики нам здесь уже считать не нужно, поэтому мы просто в каждую вершину продолжаем вязать по одному столбику. То есть ничего здесь сложного нету. Прибавки, убавки мы не делаем. И таким образом мы будем вязать стенки нашей сумки. То есть просто по кругу, по спирали, по принципу амигуруми мы вяжем в каждый столбик, в каждую вершину по одному столбику. Вяжем мы таким образом до тех пор, пока вам не понравится высота вашей сумки, либо у вас, допустим, пряжа впритык, да, допустим, 2 мотка, 3 мотка, либо до тех пор, пока у вас не кончится пряжа. Вот так вот. Вот здесь, когда мы дойдем до конца ряда, мы просто продолжим вязать без закрытия ряда. Все. Я провязала 18 рядов в высоту моего полотна, и мне этого достаточно, в принципе. Теперь, смотрите, вот здесь вот, так как мы вязали с вами по спирали, теперь нам нужно сделать последний 19 ряд соединительными столбиками, чтобы вот здесь вот у нас получилась такая красивая, аккуратная косичка. Мы вот закончили ряд, вставляем крючок под вершину и не провязываем столбик, как обычно, а вяжем вот такой вот соединительный столбик. Под следующую вершину вставили крючок, протянули через петлю на крючке, и вот что у нас с вами получается. И видите, вот здесь у нас с вами получился такой плавный переход из ряда. Таким образом мы провязываем до конца ряда соединительными столбиками, обрезаем нить и прячем ее. Вот смотрите, я довязала до конца ряда. И получается, закончила, видите, вот здесь вот он последний столбик, вот отсюда мы начали с вами вязать соединительные столбики. Теперь вот эту вершину, вот этой вершиной нам нужно закрыть вот этот вот столбик. Мы вытягиваем нить и вставляем крючок под вот этот вот столбик, самый первый соединительный столбик наш. Теперь с обратной стороны вставляем крючок так, чтобы выйти, видите, посередине нашего последнего столбика. То есть точно так же, в принципе, как мы закрывали ряды, мы формируем вершину, грубо говоря. И вот что у нас с вами получается. Вот такое вот соединение. Вот здесь, смотрите, все равно это, конечно, не так уж и ровно кажется, да, выглядит, но все это место мы с вами спрячем ручкой, и здесь уже не будет так сильно видно перехода. Теперь вот эту ниточку прячем
И идем отпаривать нашу сумку, пока не пришили ручки. Отпариваем хорошенько, не боимся, прям вот так вот вставляем руки в сумку и растягиваем ее в разные стороны. У меня вот такие вот пришивные ручки, способов пришивания очень много. Я взяла иглу металлическую и вот нить для кожи. И вот таким вот образом прошиваю свою ручку. Можно пришить, допустим, крест-накрест, у кого как, кому как нравится, кому как удобней. Я пришиваю вот таким вот способом. Просто такие палочки, стежочки, как правильно они называются. Я пока не швея, но пока хочу научиться. Итак, я почти дошила. Там немножко сложно, так как игла не очень острая. Точнее, она совсем не острая, это игла для пряжи. Вот, вот так вот. Теперь сзади кончики прячем. Можно одеть украшения. Все это дело хорошенько затягиваем, завязываем. Так вот. Вот так. Теперь наша сумка готова. Мы привязали ручки. Если у вас ручки на кнопках, либо пришиваются как-то по-другому, то есть вы пришиваете их по-своему, одеваете свои ручки. Если они у вас на кнопках, допустим, вот здесь вот, не довязывая один ряд, вот тут поближе покажу, да? Смотрите. Вот здесь вот один ряд не довязываем. И в местах, где у вас будут присоединяться ручки, мы один столбик пропускаем, одну вершину, вяжем воздушную петлю и продолжаем вязать в следующий столбик. То есть как и в рюкзаках мы вяжем с вами, делаем дырочки для утяжек. То же самое мы делаем для ручек. И все. В принципе, ничего такого сложного здесь нету. Каждого производителя разные ручки, то есть они также у вас могут быть и на карабинах. Но если они у вас на карабинах, пожалуйста, не одевайте их вот так вот сразу за полотно. Распределите вес кольцами карабинами. Вот смотрите, вот такой вот пример ручек, да? Они на карабинах. А некоторые они сразу одевают вот сюда вот так вот на ткань карабины. И она очень сильно будет растягиваться. Поэтому нужно обязательно распределять вес. Ни в коем случае нельзя ручки с вот такими вот карабинами одевать сразу на полотно. Обязательно нужно распределить вес кольцами карабинами. То есть где-нибудь в этом моменте мы одеваем кольцо, продеваем обязательно через пару столбиков, чтобы побольше вес распределить. И уже потом на эти кольца одеваем данные ручки. Самый идеальный вариант — это вот такие вот пришивные ручки. Они очень удобные, вес распределяется посредством вот пришивания, и они ничего сильно не растягивают. Сейчас я вот эти вот все ниточки свои спрячу и покажу вам то, что получилось. Ну вот, наша сумка готова. Я одела вот такое вот небольшое украшение, обрезала все ниточки, и вот такая вот крутая вместительная сумка у нас с вами получается. Даже не знаю, как вам ее так показать, чтобы все поместилось в кадр. В общем, спасибо всем, кто смотрел мое видео до конца. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, переходите туда, посмотрите. Там еще есть очень много других мастер-классов. И до новых встреч. Пока-пока.